Приветствую вас на моем канале. Сегодня свяжем такую эластичную горловину с фабричным наборным краем. Покажу вам простой способ, который вам очень понравится. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Я буду вязать из пряжи Gazal Baby Wool XL. И у меня есть такие коротенькие спицы. Они сборные. Длина спиц с леской у меня здесь 26 сантиметров. Если у вас нет таких коротеньких спиц, вы можете начинать вязание с носочно-чулочных спиц. В начале работы нам надо будет набрать вдвое меньше петель, чем нам нужно изначально. Набирать петли будем на дополнительную нить контрастного цвета. Обычным способом набираем вдвое меньше петель, чем нам нужно изначально. Например, я знаю, что для детского свитера мне сейчас нужно набрать 68 петель. Мы связали образец, все посчитали. Мне нужно 68 петель. Я набираю вдвое меньше, то есть 34 петли. Набрали 34 петли, плюс одну петлю для замыкания вязания в круг. Замыкаем вязание в круг, следим за тем, чтобы косичка наборного ряда нигде не перекручивалась и вся смотрела в центр круга. Снимаем петлю с левой спицы, накидываем на нее петельку с правой спицы. Затягиваем и разворачиваем наше вязание. Лишние кончики уже можно отрезать, дополнительная нить нам больше не понадобится. Напоминаю, что мы сейчас на изнаночной стороне. Берем нашу основную нить, подводим к вязанию и провяжем 3 ряда изнаночными петлями нашей основной нитью. Провязываем 3 ряда изнаночными. Петель мало, распределены они туго, поэтому здесь нам нужны либо супер короткие спицы, либо носочно-чулочные. Все петли провязываем изнаночными, провязываем 3 таких ряда. После того, как провязали 3 ряда изнаночными, смотрим, что у нас получилось. Нам сейчас нужны будут вот эти самые первые, самые маленькие протяжечки. При помощи них мы будем удваивать количество петель. Ищем нашу самую первую протяжку. Она у нас является продолжением наборного хвостика. Мы ее подцепляем, надеваем на левую спицу, провязываем лицевой. Далее идет наша изнаночная. Ищем следующую протяжку, самую первую, самую маленькую, подцепляем, накидываем ее на левую спицу, провязываем лицевой. Далее наша изнаночная. Ищем следующую протяжку, накидываем на левую спицу, провязываем лицевой, изнаночная. И так будем вязать до конца ряда, удваивая количество петель. Главное нам сейчас не потерять ни одну протяжку, чтобы вязание у нас никуда не скосилось. Сначала протяжка лицевой, затем изнаночная. Следующая протяжка лицевая, изнаночная. Так довязываем весь ряд до конца. У меня здесь осталось провязать одну протяжку, лицевая и последняя петля изнаночная. Маркер начала ряда. Далее будем вязать резиночка 1 на 1. Одна лицевая, одна изнаночная. Над лицевыми вяжем лицевые, над изнаночными изнаночные. Провязываем таким образом нужное нам количество рядов, нужную высоту горловины. После того, как провязали один ряд, можно убрать дополнительную нить. Просто подцепляем ее и вытягиваем. Вот таким образом при помощи спицы потихоньку убираем всю ниточку. Вот такой краешек горловины, имитирующий фабричный наборный ряд, у нас выходит. Сейчас провяжу еще несколько рядов и еще раз покажу, насколько он эластичен. Я закончила мою горловину, перевела вязание на спицы 40 сантиметров. И вот такая эластичная она у нас выходит. Спасибо вам за внимание.
В следующем видео разберем ложную кетлевку. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Будем вязать вместе.